Стая гиен напала на девушку. Но то, что произошло дальше, вас шокирует. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Марина, молодая женщина-рейнджер, уже 2 года работала в национальном парке Хванге в Ботсване, посвятив себя всему, что связано с дикой природой. Она регулярно проводила международные туры и следила за здоровьем зверей, и весь парк знал ее как тихого, но храброго защитника. Тем утром Марине поручили сопровождать группу посетителей из США на экскурсию по саванне. Группа из 5 человек жаждала впервые испытать встречу с африканской дикой природой. Марина села за руль своего джипа и повела машину по знакомым тропам, показывая животных, которых они встречали по пути. Люди радовались, видя стада антилоп, носорогов и даже нескольких диких слонов издалека. Когда машина остановилась посреди луга, Марина пригласила всех выйти и сфотографироваться с дружелюбными бабуинами. Одна обезьяна даже забралась на крышу автомобиля, вызывая смех и восторг пассажиров. Солнце заливало поля золотым светом, и вокруг царила мирная и дружелюбная атмосфера. Марина рассказывала о биологической роли бабуинов в экосистеме. Группа слушала ее увлеченно и задавала множество вопросов о дикой природе. Но этот мирный момент нарушил резкий крик одного из гостей. Женщина указала на 2 бабуинов, волочивших по земле неподвижное тело 3-й самки. Марина сразу подала сигнал напарнику, велела всем зайти в машину и наблюдать. 2 обезьяны стояли рядом и тревожно смотрели на пострадавшую, лежавшую распростертой на сухой земле. Нахмурившись, Марина осторожно опустилась на колени рядом со самкой и проверила ее состояние. На теле обезьяны были глубокие следы укусов, из ран сочилась кровь. 2 сородичей, стоявших рядом, явно волновались и не сводили глаз с Марины, как будто ждали ее действий. Марина предположила, что на самку напали гиены, но 2 других бабуинов успели оттащить ее в сторону. Глаза пострадавшей были закрыты, живот слегка выпирал, обезьяна оказалась беременной. Кто-то из гостей с надеждой спросил, можно ли ее спасти. Марина задумалась на несколько секунд, затем твердо кивнула и вернулась к машине за аптечкой. Она достала бинты, антисептик, шприцы и чистые полотенца. Посетители молча наблюдали издалека. Марина нежно коснулась тела обезьяны, проверила пульс и начала оказывать первую помощь. Остальные 2 бабуина не мешали ей, словно понимали, что она помогает. Она промыла раны соленой водой, аккуратно обработала антисептиком и перевязала грудь белой повязкой. Затем ввела небольшую дозу стимулятора и антибиотик. Обезьяна оставалась неподвижной, дышала слабо, но Марина знала, она еще жива и имеет шанс. «Вы, как настоящий врач», — прошептал один из туристов с восхищением. Марина снова проверила сердцебиение мини-стетоскопом и осторожно положила обезьяну на бок, чтобы ей было легче дышать. 2 бабуинов стояли рядом, как охрана, не отрывая взгляда. Воздух вокруг замер. Все словно затаили дыхание. И вдруг обезьяна пошевелила ногами и слабо открыла глаза. По рядам гостей прокатилась волна эмоций — облегчение, радость, удивление. Марина сдержанно улыбнулась, ее глаза сверкнули от облегчения. Она дала обезьяне воды из бутылки. Та сделала несколько глотков и, осознав присутствие сородичей, поползла к ним, прижавшись лицом к плечу одной из обезьян, как безмолвное «спасибо». Группа уже собиралась возвращаться в машину, когда издалека донесся угрожающий рык. Приближалась стая гиен. Их глаза светились, а рты разрывались в безумном смехе. Марина немедленно подала знак всем сесть в автомобиль.
Ее голос был строгим и уверенным. 3 гиены бросились вперед и окружили ее на расстоянии нескольких метров. Марина не двигалась, сохраняя хладнокровие перед лицом опасности. Одна из гиен сделала выпад, но замерла, столкнувшись с ее спокойным и твердым взглядом. В машине началась паника, туристы кричали ей вернуться, но Марина стояла, словно живой щит. Гиены начали шипеть и приближаться, готовясь к прыжку. Лицо Марины напряглось. Она знала, если побежит, все станет хаотично и смертельно опасно. В этот момент позади раздался громкий крик. Все обернулись и увидели, как 2 бабуина взобрались на крышу машины. Они скалили зубы, рычали и били по металлу, создавая грохот, разносившийся по лугам. Гиены замерли в нерешительности. Через несколько мгновений крики бабуинов раздались из леса. Целая стая обезьян выскочила на поляну, крича и бросаясь в защиту Марины. Гиены рычали, но, столкнувшись с подавляющим числом, начали медленно отступать. Бабуины окружили Марину, охраняя ее как члена своего стада. Она стояла неподвижно. Ее глаза наполнились слезами. В тот момент она ясно поняла — дикая природа ответила ей взаимностью. Пассажиры в машине не могли поверить в то, что видели. Последняя гиена развернулась и исчезла в высокой траве. Никто не пострадал. Марина подошла к бабуину, сидевшему на крыше автомобиля, и нежно погладила его по голове. «Спасибо», — прошептала она с улыбкой и нежностью. Это был прекрасный момент единства между людьми и дикой природой. Марина помогла всем успокоиться и попрощалась с бабуинами. Те ответили радостными криками и медленно ушли обратно в густой лес. Раненая самка оглянулась в последний раз, а затем, все еще слабо ступая, последовала за стаей. В пути туристы вновь и вновь обсуждали каждый пережитый момент. Марина ехала вперед, ее сердце было переполнено тихими эмоциями. Одна из женщин в машине прошептала: «Она действительно героиня сегодняшнего дня». Обратная дорога прошла в смехе и оживленных разговорах. Марина время от времени смотрела в зеркало заднего вида на тропу, по которой скрылись бабуины. В глубине души она знала: сегодня обрела новую, бессловесную семью в этой дикой пустыне. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.